что позиционирует себя как духовное, на самом деле является таковым. Впрочем, не стоит абсолютно осуждать всю эзотерику. Некоторые направления действительно могут иметь положительное влияние при условии глубокого понимания. Начните свой духовный путь с изучения установленных морально-этических учений и практик, которые имеют длительную историю и основываются на принципах добра, любви, справедливости. Например, много мудрости содержится в религиозных и философских текстах человечества. Что касается очищения, то лучше начать с осознания собственных ошибок или негативных намерений, развития эмпатии и прощения к другим и себе, а уже потом к более глубоким психологическим практикам. И обязательно обращаться только к квалифицированным специалистам. Итак, в поисках духовности важно тщательно выбирать направления и наставников и начинать прежде всего с укрепления морально-этического фундамента личности. Тогда риски негативных последствий минимизируются. Одной из важнейших духовных практик считается медитация. Рассмотрим, какие существуют секретные составляющие медитации, которые помогут достичь действительно более духовного состояния. Самое главное, о чем вы должны подумать, так это о сознательном понимании смысла медитации, осознании цели и глубинного намерения. Представьте, что вы отправляетесь в путешествие без карты или четкого пункта назначения. Вы, скорее всего, обнаружите, что блуждаете бесцельно, не зная своего пути, и, возможно, даже почувствуете себя потерянным. Это именно то, что происходит тогда, когда мы занимаемся медитацией или другими психологическими практиками без четкого осознания их смысла, без осознания того, что мы делаем и для чего. Цель медитации дает нам ответ на вопрос, зачем нам вообще нужна эта практика. Осознание этого смысла вносит ясность в наши действия, держа нас на земле, так сказать. Цель и смысл медитации — это тот вектор и компас, который ведет нас к решению конкретной проблемы или задачи. Именно понимание этой концепции может трансформировать ваши практики и привести к более полноценной и сосредоточенной жизни. Так, давайте начнем с концепции смысла в медитации. Когда мы говорим о смысле в контексте медитации или любой психологической практики, мы имеем в виду основную причину или то, что мотивирует нас заниматься практикой. Это движущая сила, основная цель, которая придает ценность и значимость нашей медитации. Практика без смысла, по сути, так же, как если бы мы едем без пункта назначения, бесцельно блуждая по ландшафту сознания. Смысл является краеугольным камнем любой практики. Это то, что закрепляет нас с реальностью и обеспечивает мотивацию продолжать, даже когда путешествие становится трудным. Это глубоко укоренившееся чувство цели, которое резонирует внутри нас, заставляет нас чувствовать, что то, что мы делаем, важно для нас. Почему вы решили медитировать? Возможно, мы хотим вернуть себе внутреннее спокойствие, чтобы управлять стрессом или развивать внимательность, или соединиться со своим внутренним «я». Все это значимые причины, которые удовлетворяют определенную человеческую потребность. Эта потребность может быть эмоциональной, психологической или духовной. Красота смысла в том, что он глубоко личный и уникальный для каждого человека. Ваш смысл может отличаться от моего, и это вполне нормально. И что самое важное, это то, что ваш смысл резонирует с вами и удовлетворяет определенную потребность внутри вас. Однако это очень важно понимать, что без четкого ощущения смысла эффект от практики может быть мимолетным. Представьте, что вы пытаетесь построить дом без прочного фундамента. Он может простоять некоторое время, но без прочной основы, поддерживающей его, он в конце концов разрушится. То же самое касается медитации или любой психологической практики. Без значимой причины, закрепляющей практику, эффект может быть кратковременным, а мотивация к настойчивости, мотивация продолжать практиковать, может уменьшиться. Смысл — это то, что придает глубину практике. Это то, что превращает простой акт спокойного сидения
и наблюдение за дыханием в глубокое путешествие к самопознанию и личностному росту. Это то, что превращает обычный момент в необычный. Это то, что делает практику не просто чем-то обычным, что мы делаем, а частью того, кем мы являемся. Без смысла практика может стать механической рутиной, лишенной страсти и энтузиазма. Может превратиться в рутину, которую мы делаем потому, что считаем, что должны, а не потому, что искренне этого хотим. Это может привести к выгоранию и разочарованию, и в конце концов мы можем вообще отказаться от практики. С другой стороны, когда практика пронизана смыслом, она становится радостью, источником вдохновения, лучом света в жизненных вызовах. Она становится инструментом трансформации, путем к личностному росту и самореализации. Она становится частью нашей идентичности, отражением того, кем мы есть и кем мы являемся на самом деле. Именно в этом истинная ценность медитации. Путешествуя в медитациях и психологических практиках, давайте убедимся, что мы руководствуемся чувством смысла, причиной, которая глубоко резонирует внутри нас. Давайте убедимся, что наша практика является не просто рутиной, а осмысленным путешествием к самопознанию и личностному росту. Помните, что без смысла любая практика лишь поцарапает поверхность, но не будет иметь долговременного эффекта и глубины. Далее мы углубляемся в понятие осознания. Представьте себе, что вы стоите посреди огромного шумного города, в котором никогда не бывали. Нет никаких указателей, карт и никого, кто бы вас направил. И вы можете бесцельно блуждать, теряясь в лабиринте улиц и переулков. Эта метафора отражает путь самопознания и личностного роста без осознания. Осознание — это четкое понимание того, что мы конкретно делаем и с какой целью. Это свет, который освещает наш путь. Это компас, который ведет нас по лабиринту собственного ума. Это сознательное понимание своих мыслей, эмоций и действий, и того, как они взаимодействуют с окружающим миром. Осознание — это не только понимание наших действий, но и мотивов, стоящих за ними. Это знание того, почему мы делаем то, что делаем, почему мы чувствуем то, что чувствуем. Это распознавание закономерностей в нашем поведении и процессах мышления, и понимание того, как они влияют на нашу жизнь. Без осознания мы можем легко потеряться в потоке внутренних процессов, мы можем быть поглощены нашими мыслями, чувствами и реакциями. Часто даже не осознавая этого, мы можем запутаться в негативных шаблонах мышления и эмоциональных петлях, которые могут приводить к стрессам, тревоге и другим проблемам психического здоровья. Но благодаря осознанию мы можем как бы отойти назад и наблюдать за этими процессами, не втягиваясь в них. Мы можем видеть свои мысли как просто мысли, а чувства — это просто чувства. Мы можем распознавать, когда нами управляют страх, гнев или желание, и решить реагировать по-другому. Мы можем вырваться из циклов негатива и создать новые, более здоровые модели осознания. Это не навык, с которым мы рождаемся, но который мы можем развивать, как мышцы. Он укрепляется с практикой, и так же, как физические упражнения приносят пользу нашему телу. Такие упражнения, как осознанность и медитация, приносят пользу уму. Они приносят ясность, сосредоточенность и спокойствие, помогают нам жить более сознательно, более целенаправленно и, в конце концов, более счастливо. Однако развивать осознанность не всегда легко. Это требует терпения, настойчивости и готовности столкнуться с неудобной правдой о себе. Это требует от нас быть брутально честными, ставить под сомнение наши убеждения и предположения, бросать вызов нашим привычным способам мышления и поведения. Но вознаграждение стоит усилий. По сути, осознание помогает нам ориентироваться в сложном лабиринте нашего ума, помогает нам видеть ясно, глубоко понимать и действовать мудро. Осознание позволяет нам принимать лучшие решения, строить здоровые отношения и вести более полноценную жизнь. Итак, осознанность — это ось, ваш внутренний компас, ведущий вас через ваши практики.
Это луч света в темноте, маяк, ведущий к безопасному берегу. С осознанностью мы больше не блуждаем бесцельно, а движемся вперед с целью и в нужном нам направлении. Мы больше не теряемся в городе, а исследуем его с любопытством и удивлением. Теперь давайте рассмотрим понятие цели. В медитативных практиках цель — это маяк, который ведет нас через дремучий лес нашего ума. Это компас, который направляет наши действия, мысли и намерения к определенному результату. Без него мы можем заблудиться в лабиринте нашего ума, бесцельно блуждая без какого-либо ощущения направления. Подумайте об этом так, будто вы отправляетесь в путешествие. Вы обычно имеете в виду пункт назначения. Да, вы не просто бесцельно блуждаете в надежде наткнуться на что-то интересное, вместо этого у вас есть четкая цель. Цель, которая движет ваше путешествие вперед. Тот же принцип применяется к медитации и другим психологическим практикам. Когда мы медитируем с определенной целью, то мы сосредотачиваем нашу энергию и внимание на конкретной задаче или проблеме. Это может быть что угодно, от уменьшения стресса или тревоги до улучшения фокуса и концентрации внимания. Или это может быть желание развить чувство благодарности, воспитать в себе сострадание, или просто стремясь к более глубокому пониманию себя. Эта цель не только задает направление нашей практике, но и обеспечивает меру для прогресса. Мы четко понимаем, насколько лучше или больше мы хотим в чем-то улучшиться. Мы можем измерить нашу цель. Мы представляем, где, когда, как и сколько мы получим то, ради чего проводим практику. Это подобно обозначению пункта назначения на карте во время путешествия. Мы можем проверять наш прогресс, корректировать наш маршрут, если нужно, и, наконец, знать, когда мы прибудем на место нашего назначения. Без цели медитация может стать бесцельной и расфокусированной. Мы можем потеряться в море мыслей, эмоций и ощущений. Без четкого ощущения направления или конечной точки такая медитация или практика может привести к путанице и даже разочарованию в практике. Более того, без четкой цели риск непредсказуемых последствий возрастает. Так же, как и во время бесцельного блуждания в лесу без компаса можно потеряться. Также и занятие медитацией без четкой цели может привести к психологическому расстройству, путанице и даже ощущению оторванности от реальности. Теперь важно отметить, что цель не обязательно должна быть грандиозной или разрушающей мир. Она может быть простой, как желание спокойно начать свой день, или поиск момента покоя посреди стрессовой ситуации. Важно, чтобы она была значимой для вас, и чтобы она направляла вашу практику в направлении, которое поддерживает ваше общее самочувствие. В заключение, цель является жизненно важным компонентом медитации и других психологических практик. Она обеспечивает направленность и меру прогресса, защищает от рисков бесцельного блуждания и непредсказуемых последствий и, самое главное, гарантирует, что наши практики согласуются с нашими потребностями, ценностями и стремлениями. Простые шаги могут принести много пользы и уберечь от ошибочной практики. Вот что вы можете сделать. Перед тем, как приступить к медитации в следующий раз, подумайте над тем, что вы делаете. Найдите минутку, чтобы поразмышлять над своей целью. Чего вы надеетесь достичь, на какой проблеме или задаче вы сосредотачиваетесь, что именно вы получите, как вы узнаете, что достигли ваших целей. Ответив на эти вопросы, вы сможете гарантировать, что ваша практика будет целенаправленной, значимой и, в конце концов, полезной. Без четкой цели вы рискуете бесцельно ходить по кругу в своих практиках, что может привести к большему вреду, чем к пользе. Теперь, когда мы распаковали концепции смысла, осознания и цели, пришло время посмотреть, как они сочетаются между собой. Представьте себе трехногий стул, каждая ножка которого представляет одну из концепций, которые мы обсуждали. Стул — это наша медитация или психологическая практика. Если хотя бы одна ножка отсутствует или слаба, стул будет шататься или, что еще хуже, опрокинется. Аналогично,
Если какой-либо из этих концепций не хватает в вашей практике, она вряд ли будет настолько же эффективной или полноценной, какой она могла бы быть. Давайте начнем со смысла. Краеугольного камня любой практики. Смысл — это движущая сила, мотивация, которая приводит нас на коврик для медитации или в терапевтическое кресло к психологу. В первую очередь он дает нам причину для обязательств, причину для настойчивости, даже когда становится трудно. Это путь нашей практики. Без смысла очень легко потерять из виду то, почему мы делаем то, что делаем. Как бы там ни было, но одного лишь смысла недостаточно. Без осознания мы рискуем потеряться в реке собственных мыслей и эмоций. Осознание — это компас, который ориентирует нас. Фонарик, который освещает путь. Это понимание того, что мы делаем и какие инструменты используем. Если у нас есть четкая цель, она добавляет глубину и богатство смыслу нашей практики. Осознание и практикование новых знаний является ключом как к определению наших целей, так и к пониманию нашего значения. Оно позволяет нам четко видеть, чего мы надеемся достичь и почему это важно для нас. И по мере того, как мы продвигаемся к нашей цели, осознание, что мы достигаем результата, позволяет нам отмечать прогресс и праздновать наши достижения, что добавляет еще больше смысла нашей практике. Так что, как вы видите, осознание и цель — это не просто отдельные компоненты успешной практики, они очень взаимосвязаны. И как в нашей практике? Это то, что позволяет нам наблюдать за своими мыслями и чувствами, не зацикливаясь на них, распознавать закономерности и вносить изменения там, где это необходимо. Без осознания наша практика может превратиться в бессмысленную. Практика может стать бездумной рутиной, а не инструментом для роста и изменений. Цель — это то, ради чего мы работаем. Это то, что дает нашим усилиям направление и держит нас сосредоточенными. Без четкой цели мы рискуем бесцельно ходить по кругу стереотипов и шаблонов, не имея четкого представления о том, делаем ли мы прогресс или просто крутим колеса. Каждое из этих понятий влияет на другие и находится под их влиянием. Значение порождает цель. Если мы знаем, почему мы практикуем, то мы можем ставить четкие и значимые цели. И каждый из них влияет на другие и усиливает их. Они образуют своеобразную петлю обратной связи, каждая из которых питает и усиливает другие. Но недостаточно просто понимать эти концепции интеллектуально. Чтобы действительно получить от них пользу, вы должны применять их в своей практике. Вы должны найти свой собственный смысл, развивать свою собственную осведомленность и установить свою собственную цель. И вы должны постоянно пересматривать и совершенствовать их по мере того, как вы растете и меняетесь. Это путешествие. И как в любом путешествии, на этом пути будут трудности. Но со смыслом, чтобы мотивировать вас, осведомленностью, чтобы направлять вас и целью, чтобы сосредоточить ваши усилия, вы будете хорошо подготовленными для того, чтобы встретить эти вызовы с полным пониманием. Поэтому, продвигаясь вперед в своей практике, помните о трехногом стуле. Крепко держите в голове концепции смысла, осознания и цели, и вы увидите, что ваша практика станет не просто повседневным делом, а мощным инструментом для личного роста и трансформации. Только понимая и применяя эти концепции, вы можете гарантировать, что ваша практика будет осознанной, целенаправленной и действительно полезной. В заключение следует отметить, что осознание и цель — это не просто модные слова, которыми можно легкомысленно разбрасываться. Это краеугольные камни успешной и эффективной медитации и других психологических практик. Они формируют компас, который ведет нас через путь самопознания и самосовершенствования. Это свет, это путь, который напоминает нам, почему мы совершаем это путешествие. В первую очередь, он подпитывает наш драйв и поддерживает пламя мотивации, зажигающее сознание. С другой стороны,
является картой, которая помогает нам ориентироваться во внутренних процессах, меняющихся ландшафтах нашего ума. Она гарантирует, что мы не потеряемся в потоке наших мыслей и чувств. И, наконец, цель — это наш пункт назначения, ориентир, к которому мы стремимся. Наша внутренняя карта держит нашу практику сфокусированной и ориентированной на цель, уменьшая риск непредсказуемых последствий. Помните, что путешествия без компаса могут закончиться катастрофой. Но с осознанием смысла и целью вы на пути к более богатой и более полноценной практике.